Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардия. Я хочу сегодня поиграть на полуорках. И вроде бы старт у меня такой неплохой. Гоблин-убийца пришел, есть инча. Может повезет, мне инча в двойку придет на старте, а? Не, лучше всего, конечно, это чтобы гоблин-убийца ко мне пришел в двойку. Но пришел таким образом, чтобы я смог максимально с них вытащить монетки. То есть сейчас на следующем раунде мне приходят два гоблина, я их ставлю. Они получают по одной монетке. Мне отправляется по почте губозакаточная машина, потому что мне давно такое не приходило. Я имею в виду губозакаточная машина. Но мне бы очень хотелось, чтобы гоблин сейчас на следующем раунде ко мне пришел. И желательно, чтобы я на третьем раунде сделал его в двойку и получил максимально много монет. Не, ну в принципе, если он сейчас придет в двойку на третьем раунде, я не разочаруюсь. Я буду брать ману плюс 40. В идеале, конечно, чтобы мне упал на следующем раунде Дискорд. И со второго тира предметов мне бы либо острые наручи, либо жерканцы. То есть один из двух предметов мне вот кровь из носа нужен. Потому что я буду играть через эгиду, а через эгиду идеально заходит Дискорд. Почему нет? Или хпшку. Надо подумать и посмотреть, что мне придет сначала. А потом от этого уже оттолкнуться. А знаете что? Я бы хотел себе Леона в тройку еще собрать. Это было бы неплохо. Я, наверное, Бэтрайдер продам и возьму двух Леонов. И еще Клокверка на сдачу возьму. Просто вот на сдачу. Так, я хпшку возьму. Так как я буду играть через эгиду, мне хпшка будет must have. Хпшка, Дискорд. Это must have, потому что вдруг кто не знает, как работает эгида, она забирает со своих 10%. Короче, она прибавляет... Ой, давайте, когда она придет, я тогда объясню, как работает коса. Хотя не, сейчас объясню, секунду. Дайте мне вот быстренько сосредоточиться. Так, все предметы. Что может быть лучше? Щит. Я, кстати, вместо Клокверка, наверное, поставлю Лину. Закину в нее предметы. Не будет неплохо. Так вот, как работает эгида? Вдруг кто не знает. Она наносит урон фиксированный, то есть который у нее там на способности написан, и в области какой-то собирает по 10% у вражеских фигур и берет 10% от своего максимального здоровья. Все это суммируется и получается урон от эгиды. На самом деле это жестко, а вот прям как жестко, как этот чел себе Тинкера в двойку нашел. Вот прям настолько жестко. Эгида в целом мне как персонаж нравится. Конечно, минусы у нее есть. А так можно было? Может, мне ранее инча придет? Хотя не, это какой-то абсурд. Чтоб мне и ранее инча пришла? Не. Это уже сказки какие-то. В принципе, чат-бан играет сейчас через лустрик. Ну, я бы тоже хотел через лустрик сыграть. Мне, в принципе, не зазорно. Главное, чтобы приходило. Главное, чтобы приходило, а там уже мы разберемся по ходу дела, что будет приходить и чего отталкиваться. Вот. Кстати, этот билд не новый для меня, если что. Полуорки, боги там и тому подобное. Этот билд не новый, потому что я его и на нем и раньше играл, но не играл, знаете, так вот прям по полной программе. Знаете почему? Потому что были гритеры, но а в текущем патче есть ЭМ. И проблемы 100% нарисуются, хотя я буду играть через эгиду. Не думаю, что проблемы прям жесткие нарисуются, потому что у меня маны нету. Ого. Ну, я сейчас выставлю жрецов. И оставлю ничего. Сейчас предметы передам. Так вот, у эгиды нет маны, поэтому проблем быть у меня не должно. Фуру апать не буду, он мне не нужен. Мне в идеале вообще в деньги выйти. Я бы такое, чтобы Фуриона продать и двух гоблинов убийца. Челом вот МК нашел нормально, адекватно, вообще без проблем. Возможно, мне в действительности придется распродаться. Но пока не точно. Пока не точно. Он чел себе двух тинкеров в двойку нашел уже. Угу, понял, принял. Нормально, адекватно. Так вот. Да, все-таки хорошее решение я принял, что я буду играть через лустрик, потому что смотрите, какие у моих врагов столы. Они неприятные. О, кстати, так я ж могу бога поставить. Бог мне пригодится как раз
как раз еще и жрецы идут. Замечательно. Пока все неплохо. Сказать, что все идеально, нет, не идеально на самом деле. Я, наверное, фуру продам. Продал фуру, потому что, ну, мало ли мне сейчас гоблин-убийца придет, я его соберу в двойку, будет все вот так вот. Я с него еще и деньги смогу получить. Так вот, если у Эгиды остается 10% хп, вдруг кто об этом не знает, она не кастует свою способность. То есть, если у нее от ее максимального здоровья остается 10% хп, свою способность она не кастует. Но на самом деле Эгида мощный персонаж. Ну вот давайте просто посмотрим, как она будет себя чувствовать против вот этих вот всяких противных АЭМов, Манки Кингов и тому подобное. Сама идея сыграть через полуорков, она интересна. Это необычное что-то. Давно я на ней не играл. И знаете, мне бы хотелось все-таки к полуоркам докинуть АЭМа. Но, не знаю, будет идти, я отказываться от него не буду. Я его поставлю, но потом продам, потому что я буду играть через эгиду. Классно, я поиграл через лустрик. Я считаю, замечательно поиграл через лустрик. Оказывается, жрец в единицу и инча в двойку намного мощнее стол, чем только что ко мне пришел. Угу. Понял. Понял, принял. 4 позиции слабее, чем мои 3 позиции. Угу. Поиграл. Леон, кстати, в двойку пришел. На следующем раунде я его выставлю. Так как он неплохо ману высасывает, особенно на старте. На старте так он задалбывает этот Леон по-божески. Поэтому... Хотя на самом деле можно будет Леона и в тройку собрать. Как-никак у меня будет по-любому в этом билде тренд. Он мне нужен. Но мне еще нужны хорошие предметы. Мне по-любому нужен посох жертвы. Это как гадалки не ходил, он мне нужен, этот посох жертвы. Поэтому надеюсь, что с первого раза ко мне придет с третьего тира шмотка. Это посох жертвы. Это максимальный мастхэм предмет для эгиды. Так как ее урон там станет космический. Там цифры заоблачные будут. Кто мне еще нужен? Ну тут Зевса и Хана нет. Можно было бы, знаете, какой вообще билд сделать было? 4 горна, 4 полуорка и 4 бога. Вот такой прям билд можно было замутить. Потому что если был бы Хан, то я бы поставил там еще 2 персонажей, и получилось бы у меня то, что получилось. 4 горна, 4 бога и 4 полуорка. И керри эгида. Минусы вот играть через эгиду. Так как гритеров нету, минусов намного меньше. Потому что раньше ты не играл через полуорков и не хотел играть через эгиду. Но через эгиду, может быть, ты еще и хотел играть. А вот через полуорков, ну, не особо, потому что были гритеры. Так как гритеры имели полный иммунитет к контролю, ну, они, в принципе, и сейчас имеют полный иммунитет к контролю, но через гритеров стало намного сложнее играть, потому что нет как таковой изначальной базы, вот как играть через гритеров, через каких персонажей и тому подобное и так далее. На самом деле я сам до сих пор не знаю, как играть через гритеров, но я уверен, у меня получится вам показать, как играть через гритеров. Нужно немного времени, подождете, все будет. Вот, хроно поставились, хроно не работает, но дает скорость атаки. Ну, под алхимиком вроде как неплохо накидывает, но все равно это не то. Не то пальто. Ну, короче, посмотрим. Поиграю. Обязательно сниму ролик и покажу вам, как это будет выглядеть. Тут, кстати, сейчас мобы. И я, наверное, поставлю как-то так свой билд. Да, наверное, я так свой билд и оставлю. Во-первых, это немного богов. Как-никак 30% уменьшает КД способностей. Соответственно, у меня жрицы хилят больше, у инчи КД меньше. Ну, я думаю, все будет замечательно. Боже, какие там у моих врагов столы. Вот такие. Хотел бы я, конечно, в инкам выйти. Можно было продать 2 гоблинов. Продать Марса. И выйти в инкам. Тогда бы у меня было 30 монет. Но не факт, чтобы я пережил мобов. Вот далеко не факт, что я смог бы пережить мобов. Ну вот, кстати, неплохо. Единственное, кого я потерял, это жрицу света. Ну, приходится жертвовать хоть кем-то. И чем-то. Надо подумать, кого конкретно я буду брать под своих полуорков. Вот тренд мне нужен 100%. Инча у меня будет и так. Тренд, я думаю, тут все понимают. What? Что?
Я возьму острые наручи, скорее всего. Да, я возьму острые наручи. У меня есть плотные фигуры, а острые наручи как-никак дадут мне шанс, что я намного больше фигур смогу забрать. Вот если бы я играл на зверях, я бы лундруиду обрадовался на 10-м раунде нереально. Но так как я не играю через зверей, я целенаправленно не хочу играть через зверей. Мне лундруид особо и не нужен. Обидно. Обидно, но это такова жизнь. Не всегда случается то, что ты хочешь. Не всегда. Я, наверное, кстати, продам сейчас эту жрицу. Она мне не особо нужна. Ну да, я скорее всего таки сделаю. Так, там боги-орки будут собираться. Это неприятно для меня, потому что... Если там соберутся боги-орки, то, скорее всего, я не буду пробивать им их... Точнее, Джаггера не буду пробивать своей гидой. Да не скорее всего, а так и будет. Если там соберется бог-орк, то моя гида не будет наносить урон Джаггеру. Ну, как бы будет, но там настолько мизерный будет урон, что прям, ну, слезы наворачиваются на глазах. Вроде бы, знаете, 61 хп, 50 монет. Все более-менее хорошо. Но это в один прекрасный момент может сейчас так обернуться ко мне плохо. Просто пятой точкой ко мне обернется и все, и делать, что хочешь потом. Ага. Марк Суд будет собирать себе инсектоидов, я уже увидел заранее. Я там увидел, просто у него уже 3 инсектоида. Плюс ему цветы идут. Поэтому я думаю, катка будет очень жесткой. Особенно если ему хорошие цветы будут падать, так как здесь еще есть орк-чернокнижник, который суммонит лавовых големов. А я как-то, по-моему, выкладывал ролик, где Чилу нереально повезло. Мало ли того, что ему орк-жрец упал, так ему еще орк-чернокнижник упал, и они оба в тройку выпали. Вот это было, ну, добротно. Добротно мне тогда по лицу накидали. Боже, как у Чила много двоек, я в шоке. Джаггер? А если сыграть не через Эгиду, а через Джаггера? Я думаю, это будет прикольно. Взять, сделать полуорков, поставить богов, играть не как обычно через орков-богов, а сыграть именно через полуорков плюс Джаггера. У Джаггера будет, грубо говоря, БКБшка, да? Которая не будет получать какие-либо контроли, пока он крутится. Плюс у него будет неуязвимость к магии. Ну, как неуязвимость, 20%, но, тем не менее, это все равно как бы бафчик, да? То, что магия мне ничего сделать не сможет. И я сейчас, если что, уровень не беру. Я, наверное, буду ролиться на следующем раунде. Буду пытаться найти Эгиду максимально быстро в тройку. И либо Джаггера найти в тройку. То есть, что будет приходить, то я, соответственно, буду собирать. Вот как-то так это будет сейчас работать. Надеюсь, конечно, я раннюю инчу соберу. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы я собрал раннюю инчу. Соберу раннюю инчу в тройку, это будет залог по... А такой мне расклад уже нравится. Ладно, опустим этот момент. Опустим этот момент. Леона я буду покупать. Я хочу Леона попробовать собрать. Леон жесткий персонаж. Шмотки перекинул все в Джаггер, но по естественным причинам, я думаю, объяснять не стоит, почему я закинул именно у него сейчас эти предметы. Вдруг кто не понимает, зачем мне тренд. Тренд под богами, под полуорк. Слышь, Вил, я хочу на полуорка сыграть. Зачем ты собираешь себе гиды? У тебя 2 гиды уже в двойку, серьезно? Как ты это сделал? Если что, это не первая моя игра, когда я пытаюсь на полуорках сыграть. Это где-то 2-я или 3-я игра, и чтобы вы понимали, у меня всегда был конкурент. Либо же... Ой, ладно, короче, я даже догадываться не хочу, что это может быть. Но просто то, что там чел себе собрал 2 эгидов в двойку уже, меня напрягает. Мне как бы эгида... О. Ну... О. Так, мне нужен этот...
Хорошо идет. Мне нужен... Вот он. Вот он. Мне нужен Рубик. Он же Гранд Геральт. Теперь я могу, кстати, продать сейчас своих друидов. Мне не нужны. Так. Место надо освободить. Мне надо место освободить. Вот так вот сделаю. Я пока Трента продам. Вот. Все, отлично. Чего? Минер? Серьезно? Серьезно, минер. На 16-м раунде тебе выпал минер? Ну, адекватно, ну, адекватно, ничего не могу сказать. Да, ну, да, нормально. Если он сейчас еще сыграет через гоблинов механизмов, ну, у меня челюсть отвиснет. Просто-напросто отвиснет челюсть. Там чел Вил, он будет играть через полуорков богов. То, на чем хочу сыграть я. Понял, принял. Мне решили заруинить игру. Но ничего страшного. Значит, буду играть через Джаггера. Я буду сейчас на этом маленьком уровне апать своего Джаггера. Заберу его в тройку. Потом поставлю богов. Предмет, конечно, мне ужасный второго тира упал. Маска берсерка. Что может быть лучше, да? Что может быть лучше, чем маска берсерка? Да, я думаю, ничего особого. Ну да, я тут не смогу его забрать. У меня урона не хватает. Там у него энча в тройку и трен в двойку. Они просто выхилят весь мой урон пока что. Ну ничего страшного, мы с этим разберемся в ближайшем будущем. Похоже, неплохой выбор я сделал. Неплохой выбор я сделал Джаггера. У меня уже 2 Джаггера в двойку. Отлично. Я, кстати, наверное, вместо эгиды поставлю все-таки энчу. Как-никак это отхил. Интересно, на каком раунде я соберу себе Джаггера? Ребят, давайте так. Байт на комментарии. На каком раунде? Вот прямо сейчас напишите в комментариях, на каком раунде я соберу себе Джаггера в тройку. Джаггер мне, в принципе, неплохо идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Там кунг-фу собирается. Инсектоид уже собранный. Ну, пока я не особо опасаюсь этого инсектоида. Не, ну так хорошо. Так, я сейчас хорошо сделал. У меня 2 бога. У Джаггера меньше КД. Меньше, я говорю. Меньше КД сейчас на способности. Он будет чаще крутиться, а Инча, естественно, чаще хилить. А в принципе, пока что все замечательно, мне нравится. Я ж могу и ранних богов еще поставить, прикиньте. Все-таки не зря то, что я рискнул и попробовал шмотку рынуть. Не зря. В идеале, конечно, чтобы мне немного другая шмотка упала, но и эта шмотка тоже мне хорошо заходит. А это ни в коем случае не руин. Ни в коем случае это не руин. Мне бы, знаете, хотелось сейчас попробовать полностью сролиться. И найти Джаггера. Но я, наверное, этого делать не буду, потому что, во-первых, 20 раунд это будет раунд с мобами. Это первый момент. Ладно. Вил, готовься, я за тобой приду. Ты понимаешь, я же сейчас соберу себе Джаггера. И мы с тобой потанцуем. Ох, как мы с тобой потанцуем. Ну, мага я тоже не боюсь особо, потому что мага я вынесу и так, и так. Только единственное, что надо 4 бога, чтобы я мага вынес. И какой-нибудь отхил. То есть мне бусты 3-го тира нужны, а намного лучше, чтобы маска 5-го тира была. С маской 5-го тира я вообще опасаться никого не буду. Так, Леон хорошо, мне идет отлично. Я не против Леона, Леон нужен. Соберется Леон в тройку, будет замечательно. Все, смотрите, у меня 4 бога на 6-м уровне. Надеюсь, что мне сейчас посох упадет. Мне бы очень хотелось, чтобы мне сейчас посох 3-го тира упал.
Посох жертв для Джаггера это имбалансный предмет. Кстати, неплохо так хп восстановил баночками. У меня было 17, стало 51 хп за 10 банок. Это очень шикарный показатель. Хм. А интересно выходит. Мне прямо вот хочется уже посмотреть на конечный итог. Я в себе сейчас не совсем уверен, что я буду тащить всех и вся, но как минимум, я думаю, в топ-2 я зайду. Ну, в топ-3. В топ-3 на крайняк я зайду, так как это необычный билд, все дела, поэтому я думаю, будет весело. Слава богу, от мобов не откис. У меня было такое, знаете, мнение, что я откисну от мобов сейчас. Но благо нет, это мне пока... Там два предмета целых было идеальных, но я взял критически важный себе предмет, это посох жертвы. Так, я буду сейчас ролиться. Буду сраливать полностью все. Так, Леона по-любому покупаем, Леон нужен. Гранд Геральда покупаем, так, капаем, отлично. Так, Джаггер отлично, один есть. Мне бы яйцо, яйцо либо Джаггер. Нужен яйцо либо Джаггер, приди. Яйцо, Джаггер, яйцо. Отлично. Есть. Ну что, ребят. Пошел контент. Леон, Леон, ну Леон. Да! Отлично. Я не просто так сейчас радуюсь Леону. Вы сейчас сами увидите импакт этого Леона. Леон в тройку это нереально мощный персонаж. При том, что у меня еще и боги. У него нет КД. Он откатывает много... Я ж заговорился. Он откатывает много маны. Высасывает много маны. Ух. Это, кстати, если что, был Гриттер. Я его просто раскрутил. В легчайшую раскрутил. Я думаю, даже если сейчас ко мне инсектоид придет, я его без единого шанса раскручу. Ну вот, серьезно. Там чел почти себе егиду в тройку уже собрал. Он без денег сидит, конечно. А, он еще... Он что-то так долго дерется с инсектоидом. Я думаю, инсектоид проиграет, потому что у него есть тренд и энча. Тренд и энча под богами отлично выхиливают. Он, кстати, чатбан играет через богов орков. Ну да, то, что я говорил. Вилл снес винстрик. МГЛ играет сейчас через фулл мехов. Понял, принял. Чтоб мне хоть раз ранние мехи пришли, да? Ну что, покрутимся? Я на 200% уверен сейчас в моем персонаже. Была бы маска 5-го тира, я бы 100% сказал, что это моя игра. Вот, если повезет, я надеюсь, что с 25-го раунда ко мне упадут бусы. Как только падают мне бусы 3-го тира, все. Сушите все весла, я буду так раскручивать, как в жизни никого не раскручивал. А что так мало урона? Ясненько. Ну, тут, да. Такому жить меня не готовила. Учила шар бездны и ледяной заспех, который дает ему сопротивление. А мне урона не хватало, чтобы его вынести. А у него был отхил как от инчи, так и от трента. Возможно, если бы ко мне инча было немного ближе, я бы затащил этот раунд. Но я сейчас поставлю немного другую расстановку и надеюсь, она мне поможет. Обидно, конечно. Ничего, ничего. Скажем так, давайте садимся на том. У него егида в тройку, у меня Джаггер в тройку. И давайте так. Байт, еще один байт на комментарии. Кто выиграет эту катку? Джаггер или егида? А? Я ставлю на Джаггера. У Джаггера все-таки есть свой дефолтный иммунитет к магии. И мне нужен всего лишь один предмет. И я раскручу всех и вся. На самом деле, в идеале мне бы найти два предмета. Взгляд Азеса, маска 5-го тира. Да и этих двух предметов, я думаю, мне уже будет достаточно. Но чем больше магического урона, тем лучше. Поэтому цепочка, догон 4-го тира. Цепочка 4-го тира, естественно. Да и в принципе все. И у меня магического урона будет тонна. Оу май! Ой-ой-ой-ой-ой! Там АМ собрался под троллями. Знаете, что это значит? А это меня сейчас так раскрутят, как в жизни не крутили.
Я надеюсь, хотя бы он не сильно меня будет крутить. Возможно, если бы у меня были фуловые полуорки, я был бы более в себе уверен, но так как там АМ под троллями, он моего Джаггера будет так быстро сносить, мне ничего не поможет. Маски 5-го тира нет, отхила нет, а АМ будет там под скоростью столько урона вносить. Ну, я думаю, скоро мы это и увидим. Ну, мага, естественно, я вообще не опасаюсь, его просто смотри. И нема. Мяу. Ну, кстати, несмотря на то, что мой противник собрал эгиду в тройку, у меня есть 2 эгиды в двойку. По идее, если мне хорошо сейчас придут... Если мне сейчас хорошо придут яйца, то я смогу спокойно собрать себе эгиду в тройку. Там МГЛ собрал гоблинов мехов полных. Надеюсь, ему с персонажами не повезет. Тьфу-тьфу-тьфу. А то я знаю, сейчас я наговорю, что ему с персонажами не повезет. Он на следующем раунде выкатит вертолетика в тройку и под синергией Киры расскажет, что к чему почем. Мне нужны бусы. Все отдам за бусы. Все отдам за бусы. Бусы, бусы, бусы. Давай, 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 давай. Я верю. Я верю в бусы. Бусы. Бусы 3-го тира. Прошу. Бусы 3-го тира. Быстро. Да! Ну что, дамы и господа, вы готовы к контенту? Вы готовы увидеть то... А я предметы рольнуть не могу на 5-й тир. Ну ладно, вы готовы? Как там в Спанч Бобе? Дети, вы готовы? Ща будет контент. Контент пошел. О, а у Рубика такой неплохой скилл. Вдруг кто не понял, у меня Рубик своровал скилл орка-жреца. А так как у меня Рубик 2-го уровня, он будет суммонить фигуры 2-го уровня. И если он будет жить достаточно долгое время, то он столько сможет насуммонить. Я аж боюсь как бы представить, что будет. Вот неприятный инсектоид, конечно. Если ему будет падать АМ, и он соберет себе АМа, ждет меня беда. Гляньте, сколько Джаггер урона вносит. Какая-то машина для уничтожения. Еще у меня Грангеральт засумонил минера. Красиво. Это реально красиво. Блин, я хочу фуловых полуорков, но мне не падает фиолетовая фигура. А так как я сейчас выйду в 50 монет уже, ну уже вышел, точнее, 50 монет, то мне бы уровень взять. Мне нужен 7-8 уровень. В идеале, конечно, это 8 уровень. Объясню почему. На 7 уровне я буду ролиться и постараюсь найти фуловых полуорков. Так как у меня будут фуловые полуорки, я буду станить противника своего. А так как я буду его станить, то, соответственно, что? Правильно, это контроль. Контроль, стан на 2 секунды. У меня Джаггер успеет и ману набрать, и раскрутиться. Раскрутиться в этом бизнесе. Так, вот инсектоид ко мне пришел. Крутись, крутись, молодой, крутись, горячий. Как шашлык крутись. Боже, там АМ в тройку ему выпал. Нет, 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 нет. Нет. Живи. Хух. Но этот посох жертвы, кстати, мне не нужен, потому что мне один работает всего лишь. Я бы мог в эгиду этот посох закинуть, но... Будем объективно честны, не особо хочется мне закидывать этот посох в эгиду. Мне лучше найти маску 5-го тира, поэтому я, наверное, буду искать маску 5-го тира. Так, вот эти предметы скип. Я возьму Хекс.
Хекс никогда лишним не будет. Особенно, когда гритеры сейчас выпали, грубо говоря, из этого патча, пока никто не нашел такой оптимальный билд, то Хекс это будет отличным предметом. Потому что, во-первых, он может АЭМа захексить, АЭМа кинуть в Хекс. Короче, вражеского керри он может захексить, плюс это магический урон к Джаггеру. А так как у меня Джаггер в любом случае бьет магическим уроном, это круто. Так, вот бог орк. А ничего себе повезло там по оркам. О. О! Гляньте, что у меня Рубик присумонил. Я думаю, чел там немножечко в шоке. А, так он вылетел. Да? Да, он вылетел. Как же ему было обидно. Я более чем уверен, что ему жестко обидно было. Почему жестко обидно? Ему не хватило чуть-чуть хпшки. Чуть-чуть. Там, по-моему, пару единиц хп ему не хватило, чтобы пережить волну со мной. Но Рубик у меня красава. Рубик засумонил что? Он засумонил орка чернокнижника, который кидает голема. И насумонил големов ему на лицо. Замечательно. Так. Возьму эту шкатулку, потому что у меня хоть есть и у Эгида эта шкатулка, но лучше пусть у меня еще и у Джаггера будет шкатулка. Лишним это явно не будет. Ой-ой-ой. А вот и мой драгоценный АМ. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Ну, в принципе, вы результат сами видели. Меня алхимик, ой, алхимик, АМ под троллями просто уничтожил. Причем, кстати, знаете, в чем прикол? Он меня уничтожил даже не своим ультимейтом, он уничтожил меня критами. Этого я тем более не ожидал. Но в любом случае, тролли плюс АМ нереально жесткая синергия. Тем не менее... Ой. Какие у тебя предметы, бог ты мой. У меня, кстати, 3 дискорда. Одного мало, я взял 3. Как говорится, одна голова хорошо, 2 лучше, а тут один дискорд хорошо, но 3 еще лучше. Блин, где мой полуорк? У меня уже сейчас 8 уровень будет, а полуорка даже не видно. Даже не пахнет этим полуорком. Алло. Полуорк. Приди наконец-то, а? Ну, уже пора. Давай. Бог рандома, помоги мне. Да! Так, Я, наверное, возьму цепочку, хотя и доспех экзорцизма тоже был бы неплох. Знаете почему? Смотрите. Цепочка, она мне даст манореген. То есть, когда раунд начнется, скорее всего, у меня Джаггер будет под фуловой маной. Сразу же. Это первый момент. Второй момент. Это контроль. Ну, тут и так понятно, да, что цепочка в определенное место кинется. У меня мало ли того, что есть хекс, у меня есть цепочка, все это стакается, плюс это магический урон. Ну, то есть, короче, я думаю, вы сами понимаете все эти плюсы. У меня сейчас Джаггер будет наносить это 1000 урона в секунду. Ну, приблизительно 1000 урона, это как-то, знаете, преувеличил, но где-то так. То есть, вот, кстати, вот этого вот АЭМа, я думаю, спокойно буду разбирать, без единого как бы шанса для жизни его. Только... Ну да, с такими предметами, как у меня сейчас, я думаю, я его спокойно смогу переживать, но, мне надо, чтобы кто-то из них вылетел, и мне пару предметов упало. Вот, кстати, полуорк. Крутись! Ну, так-то лучше. То, что я говорил. То, что я говорил. ГГ, челик. О, видите? И цепочка, и хекс. Идеально много контроля, и Эгида ничего не смогла сделать. Я у него еще винстрик забрал. Сюда мои денежки верни. Так, Саша, держи себя в руках. А то что-то разошелся слишком. Ого.
Мне нужен тренд. По-любому. И, кстати, знаете, кого я хочу апнуть? Я хочу попробовать Рубика собрать в тройку. Блин, а интересно, насколько будет здесь полезен Рубик? Рубик в тройку. Ну, смотря что он будет воровать. Если он будет полезные способности воровать, то Рубик в тройку будет сильным персонажем. Если же он будет какую-то непонятную ахинею воровать, это будет плохо. Уже вы гляньте, как он раскручивает. Чилу АМ в тройку сейчас попался. Да, он без слотов, без ничего. Был бы он под слотами, он бы меня вынес без единого шанса. Но как много урона моего Джаггера. 600 урона в секунду уже дает. 600. Оу. Оу. Так я сейчас Жрицу Света скоро соберу в тройку. У меня уже 2 жрицы есть. Если что, собрать жрицу в тройку это не ошибка. Вдруг, если кто-то думает, что это ошибка. Нет, ребят, это не ошибка. Эта жрица, она может накинуть контроль на 4 персонажа и уменьшить на 50% магического сопротивления. То есть ваш урон вырастет еще на 50%. Поэтому смотрите, если в принципе вы играете вот через такой билд, как у меня сейчас, то собрать Рубика, Леона и тому подобное будет не ошибкой. Вот только не знаю, может вместо Трента кого-то получше бы найти было бы. Вот смотрим, так, вот против меня полуорк. Смотрим, смотрим, смотрим. Давай, и сейчас трек, знаете? Ты меня так... Оу, какой ты красава на Эгиде. Какой ты красава на Эгиде. Боже, вот такой тебе лайк жирный. Он шар бездны и ледяной доспех переролил. Тем самым я ему наношу максимальный сейчас урон. Красава. Ничего себе. А чё мне так Эгида идет? У меня Эгида в тройку почти, несмотря на то, что у чела есть Эгидов. Обалдеть. Я, наверное, после 35-го раунда полностью сролюсь и попробую найти себе Трента в тройку, Эгиду в тройку, ну и, может быть, Жрицу Света. Ну, ладно, Богиня Света, давайте ее так называть. Богиню Света, может, еще найду в тройку. В принципе, вот серьезно, Богиня Света, она импактовый персонаж. Если она накинет свои цепочки как надо, то там будет ну, не до смеха моему противнику. Но мне маска 5-го тира нужна. Хотел сказать мяска. Мяска 5-го тира. Вот то, что я говорил. Видели, цепочка мне сразу всю ману восстановила. Без шансов. Ну вот, вся сила инсектоида. Вот, вся сила инсектоида. Пока-пока. Пока-пока. Я буду за тобой скучать, инсектоид. Я соврал. Естественно, не буду по ним скучать. Ну там чел через Эгиду играет жесткий. У него хорошие предметы. Добротные у него предметы. Маска, взгляд Азеса. Посох жертвы. Ну прям там такое. Заряженный молодой человек. Еще и Лича наролил себе. Он еще и импресску себе наролил. Интересненько. Но я думаю, мне переживать об этом не стоит от слова совсем. Что мне нужно из 4-го тира? Давайте посмотрим, что сейчас мне упадет. Я уже топ-2 занял, я уже доволен. И даже если... Ну, ого. Топ не всегда так везло. Вот серьезно, что мне всегда так везло. Я уже 2 персонажей собрал в тройку. Тех, которых я хотел. Еще и Дагон упал. Что сегодня происходит? Мне Дагон упал. Алло, ребята, что происходит? Я сейчас, кстати, шмотки рольну. Давай маску. Прошу тебя, маску. Маску. Мне нужна маска. Маску хочу. Да! Что-то у меня, короче, сегодня эмоции бьют через край. Я теперь буду вообще в легкую выносить его. А знаете, кого я хочу? Блин, вот в идеале сейчас собрать Трента в тройку, собрать Гранд Геральда в тройку, он же Рубик.
катке вообще песня будет. Это так красиво будет выглядеть. Вот смотрите, сейчас богиня света накинет свои цепочки на 4 человек. И посмотри, какой урон на эгиду только что был. Там дичайший урон был. Экзорцизм даже его не сразу сработал. $700 урона в секунду. У Джаггера 700 урона в секунду, ребят. И это не предел. 700 урона в секунду. Жестко? Очень. Давай. Так. Вот так. Отлично. Все, у меня тренд в тройку. Давай, Рубик, приди в тройку. Приди в тройку, Рубик, молю. Вот черт. Сейчас многие такие смотрят и говорят такой: а ты там, слышь, не зажрался? Рубик тебе в тройку, Джаггер тебе в тройку. Может, тебе еще губозакаточная машина в 3 звезды? Машина. Да, машинка. Что я сморознул? Да ну тут все, тут без шансов. Я даже, наверное, не успею себе Гранд-Геральда собрать. Но я не хочу до 40-го раунда тянуть. Поэтому получится собрать, получится собрать. Не получится собрать, ну уж извините. Потому что мало ли он там на 4-м тире какой-то обалденный предмет найдет, и я буду проигрывать. Я не хочу топ-1 отдавать. Я хочу вот на полуорках взять заслуженно первое место. Необычный билд, необычная сборка. Я так еще Джаггера не собирал. Но, честно говоря, если бы не мой Джаггер и не везение со шмотками, такого бы не произошло. Я бы не смог собрать такого плотного Джаггера. Ой, у меня Леон в вечном стане. Понял, принял. Боже, вы посмотрите, какое количество урона. Он Дума нашел. А Дум в эгиду закинул свою способность. Ну, кстати, а хорошее решение он принял, что закинуть Дум. Точнее, поставить себе Дума. Если повезет, то его Дум задумит моего Джаггера, и я ничего... Ух ты, яичко, отлично. 1 Гранд-Геральт. 1! Ну, это, скорее всего, конечный раунд сейчас будет. Я бы мог ему поддаться, убрать себе немного персонажей. Но я не хочу. Ну, потому что следующий раунд 40-й с мобами, он Дума уже себе нашел. Найдет какой-то, не дай бог, рефрешер, и он с этим рефрешером задумит мне моего Джаггера. А что мне потом делать? Как же это красиво смотрится. Как же это красиво смотрится. Джаггер, раскрути своих врагов. Без смс-регистрации. Это красиво. Очень хорошая катка. Очень хорошая катка, ребята. Красиво мой билд смотрится. Еще бы сюда, конечно, Гранд-Геральда в троечку. Но отдам ему должное. Дума он поставил красиво. То есть вот он в действительности хорошо поставил Дума. Он не сделал эту ошибку. Если бы у него был рефрешер, то, скорее всего, его Дум задумал моего Джаггера, и потом бы я бы сушил весла. Как-то так. Хорошее решение он принял. Но тоже. У меня же есть Гранд-Геральд, да? И, возможно, за пару раундов, даже невозможно, смотрите, я бы мог найти в любом случае доспех экзорцизма тоже. И мог бы, тем не менее, найти БКБ. Ну, лучше, конечно, доспех экзорцизма, потому что он скидывает с себя дебафы. Но, как по мне, в текущем патче доспех экзорцизма, он такой себе предмет. Вот, не знаю, мне он не особо нравится. Ну, вот как-то не смог я раскусить его, скажем так, плюсы и минусы. Ну, короче, ребят, что думаете по поводу этой катки, напишите в комментариях. Понравился ролик? Ставим лайк, подписываемся на мои каналы, не стесняемся. На ютубе цель 5000 подписчиков, а на телеграме 1000. Телеграм закреплен в комментариях. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем удачи!